это стало известно в школе, потому что классная руководительница пришла к нам домой, увидела Библию. То никогда я об этом не жалел, хотя, конечно, пришлось мне, так и расстаться с мединститутом. Пригласили в приемную комиссию и сказали: молодой человек, а вы не комсомолец. Почему? Дочь стала врачом. И она сказала: ты хотел стать врачом, не получилось, я стану врачом. И она стала врачом, хирургом. Многие люди так думают, что вот в Америке свобода. Да, свобода, но есть правила. Но намного раньше такую же конституцию, намного более совершенную, сделал Бог. Американское, так скажем, общество достаточно такое ответственное и достаточно жесткое. Я думаю, что для каждой страны, равно как и для каждого человека, есть свое время. Дорогие зрители, приветствуем вас на очередном подкасте «Горчичное зерно». Сегодня у нас в гостях Михаил Демьян, пастор Церкви Адвентистов Седьмого дня, миссионер и магистр богословия. Михаил, рада вас видеть в нашей студии. Да, добрый день, Ирина. Да, тоже, чтобы меня пригласили. Мой первый к вам вопрос. Если мы посмотрим на героев Библии, которые представлены в этой книге, то... На ваш взгляд, на кого вы больше всего похожи по характеру? Не на одного. Ни одного? Да, потому что они, в любом случае, это, можно сказать, люди, которые вошли в историю, не только в историю Библии, в историю человечества, которые имели высокие качества, высокие нравы, высокие ведения, и мы можем только равняться. Мне, например, нравится любой из апостолов, Мне нравится апостол Павел. Но разве мы можем сказать о них, что это были люди высочайшего духовного уровня? Нет, конечно, они о себе говорят, что они такие, как и мы. Мы можем им подражать. Кстати, мне нравится апостол Павел, потому что я тоже в какой-то мере могу сказать, что мне пришлось в жизни пересматривать свою религиозную принадлежность, как и Павлу. О, это интересно. А что это за история? Мне бы было интересно знать. Потому что я не родился, скажем, я сегодня пастор Адвентистской церкви, но я не родился в Адвентистской церкви. Угу. И это пришлось пережить. И в какой-то мере это, болезненно, потому что ты должен оставить своих друзей, угу. Свой круг общения, свои видения, которые ты имеешь для жизни. Я имел высокие возможности учиться дальше. Я хотел учиться на врачах. Кстати, я потом об этом скажу. Но только из-за того, что мы стали читать Библию, у нас в доме все это поменялось. И, конечно, в школе тем более. Угу. И я не имел таких возможностей. В каком возрасте вы стали считать себя верующим человеком? Или, скажем, это начали родители, которые... поверили и стали вас воспитывать родители стали читать Библию, и в какой-то мере, даже о том, что они стали читать Библию, это стало известно в школе, потому что классная руководительница пришла к нам домой, увидела Библию. И я уже, заканчивал школу. Это было время, когда они все знали, что я хочу поступать в мединститут. И это было шоком для всех. И это было шоком, как это? Человек, который хочет поступать в мединститут, а мы дадим ему рекомендацию, характеристику, а они дома Библию читают. Да, я понимаю. И, конечно, это был такой переломный момент. Я не жалел никогда об этом. И я, конечно, принял решение сам, что я именно таким путем пойду. Поэтому, конечно, многие потом учителя меня спрашивали, директор школы. Не жалели ли вы об своем выборе? Ты не жалеешь, что ты... что вы им отвечали? Никогда. Я говорю, что никогда я об этом не жалел, хотя, конечно, пришлось мне, так и расстаться с мединститутом. А потом я пробовал уже далеко от мединститута, это строительный техникум. Я подал документы, сдал первый экзамен. А между первым и вторым экзаменом меня пригласили в приемную комиссию и сказали: молодой человек, а вы не комсомолец. Почему? Я тоже сказал: я читаю Библию, я верующий человек. Я еще далеко был неверующий. И в какой-то мере даже я покуривал.
Ох. Да, я любил сигареты, не знаю почему, потому что у нас в родстве все, так и... Тогда никто молодежь многие курили, да. Да, и это было как бы модно. Но я сказал, я верующий, я читаю Библию. И они сказали мне, условия. Или ты пишешь заявление, и сдаешь, потому что они посмотрели, я сдал первый экзамен отлично, математику, и они сказали, хорошо. Да, экзамен он сдал хорошо, все, они между собой говорили. Пиши заявление. А если нет, то забирай документы и уходи. И я заявление ушел, на что? На комсомол, чтобы стать комсомольцем. И я отказался, я забрал документы и пошел. И пошел никуда как будто. Уже в том году я не мог поступить, я нашел какую-то работу, и так, потому что надо было что-то делать. Anyway. Но я так понимаю, высшее образование догнало вас позже. Да, я получил высшее образование. Все-таки богословское уже образование. Да. Не жалеете, что так сложилась карьера сейчас уже? Тогда вы отвечали твердо нет. Сейчас тем более. Но ведь тогда Бог мог бы быть замечательный врач, который спас тысячи жизней. Я так думаю, что да, конечно. На смену этого, так скажем, у нас в семье сложилось, что дочь стала врачом. И она сказала, ты хотела стать врачом, не получилось, я стану врачом. И она стала врачом, хирургом. Поэтому, да, слава Богу, да, конечно, у Бога есть все на месте. Кто будет спасать тело, а кто будет спасать душу. Я верю, что спасение души – это больше, чем даже тело. Замечательная история. Сегодня мы записываемся с вами ровно 4 июля. И сегодня праздник, День независимости и 250 лет, как страна США обрела свою независимость. Для меня, наверное, первое, что я слышу о слове независимость и образование США – это, наверное, страна свободы. И в том числе страна свободы вероисповедания, свободы религии. Для вас это так или нет? Да, во-первых, нужно сказать, что не Америка единственная такая страна в мире, где есть свобода. Но если мы говорим сегодня о Соединенных Штатах Америки, как вы отметили, да, действительно, сегодня особая годовщина, 250 лет, и эта страна прошла удивительный путь от 13 колоний, которые имели высокое развитие, и можно представить, что за 250 лет эта страна стала страной с 50 штатами, 50 штатов, которые достаточно крепкие и сильные, и она имеет одну из лучших экономик в мире, начиная с 1991 года по 26 год. Они держат эстафету, то есть самой такой высокоразвитой страны. И, конечно, в политическом аспекте тоже, на Америку все смотрят. Конечно, это нас так как бы, радует, но самое главное, что для верующего человека тут есть свобода. Сколько лет я тут уже проживаю, 20 лет. Это действительно страна, которая не спрашивает тебя, почему ты не комсомолец, почему ты не читаешь Библию там, или идешь на богослужение. Я, наоборот, всегда говорю, кто я, что я делаю, и люди этим восхищаются. И я тоже восхищаюсь этой страной, что они смогли поставить так, законы, конституцию, что в этой стране есть удивительная и правильная свобода, которую дал Бог, и человек не имеет права отнимать. А как вы понимаете понятие свободы, которую Бог дал человеку? Что вы в это вкладываете? Что это такое? На самом деле, когда мы говорим, что есть свобода, мы не можем сказать, что в Америке, там, где, так многие люди даже представляют Америку, что в Америке все, что хочешь, что можно делать. Это неверно. Это неверно. Да, конечно, первоначально, скорее всего, Бог задумал, что была свобода, но все равно человеку должны быть какие-то правила. Если есть правила, тогда эта свобода работает. Потому что если нет правил, человек способен, особенно грешный человек, способен заходить слишком далеко. И сегодня мы видим, что, конечно, даже мы говорим демократия, это свободная такая, можно сказать, партия, которая дает больше возможностей людям.
Но даже Черчилль в свое время говорил, что нету худшей системы правления, чем демократия. Но человечество ничего лучшего не смогло изобрести, потому что любые методы правления, они были ошибочны. И да, действительно, свобода – это самое лучшее, самое приятное для человека. Но все равно должны быть какие-то правила. Как и в любой игре должны быть, нельзя играть или нельзя жить без правил. Хотя сегодня многие люди, это и в политическом аспекте, и в религиозном, очень часто люди, когда слышат «свобода», вот у Бога свобода, значит, делай, что хочу. Это неверно. На самом деле мы имеем свободу, Бог дает свободу действий, но Он говорит, вот это не делай, это не делай, это не делай. Почему мы, как Церковь Адвентистов Седьмого дня, учим и говорим, что то, что Бог дал с самого начала как кодекс, как конституцию, то, что сделали и американцы, написали конституцию, ведь как можно сделать свободу без правил? Они написали правила. И это было как раз сделано 250 лет тому назад. Но намного раньше такую же конституцию, намного более совершенную, сделал Бог. И мы не можем ее отрицать. Многие люди так думают, что вот в Америке свобода. Да, свобода, но есть правила. А мне интересно, к какому моменту и какой конституции, которую Бог установил для человека, вы отсылаете нас и зрителей? Потому что есть, скажем, разные эпохи, разные таймлайны, в которые Бог что-то устанавливает человеку. Например, кто-то может сказать, что, окей, главная конституция – это Тора, потому что все это уже записано, установлено древними людьми, там все законы, которые нужно соблюдать. А кто-то скажет, может быть, наоборот, самые первые законы были установлены для Адама, и он действительно проговаривает там какие-то правила. То есть о каких законах мы говорим? Что считать Божьим законом? Или наоборот, когда уже Христос пришел и сказал, есть два главных правила для человека? Да, но если мы говорим о правилах или о законах, которые божественного происхождения, вы правильно подметили, Ирина, что вначале Бог дал как бы устные повеления. Устные действительно были достаточно просты и несложные. Нельзя сказать, что со временем, если человек, обнаружилось, что они не выдержали это испытание, и человек потерял, скажем, вечность, потерял возможность жить в присутствии Божьем, в Эдеме, первоначальном месте, где Господь поселил, где не было греха, то, конечно, Бог дал другие законы. Конечно, когда идет речь о законах, всегда люди как бы с опаской, люди боятся. Почему-то все люди, когда слышат, даже христиане сегодня в христианском мире, люди не хотят закона. Но нужно помнить, что если даже я имею в виду закон, который сам Бог дал. То, что написано в Торе, это Моисеев закон, мы сегодня имеем каждый свою уже Тору, так скажем, в кавычках. То есть в каждой стране есть еще свои законы. Да, абсолютно. Где бы мы ни жили, мы имеем законы, которые регулируют. Да. Они должны были иметь эти внутренние законы тоже, потому что они были не как только церковь, страна, как народ. Они были как народ и как государство. Но основной тезис всех законов или концепция всех законов – это была Конституция Божья, то есть 10 заповедей. И снова же очень интересно, что заповеди начинаются, что я Господь Бог твой, который вывел тебя из дома рабства. То есть начинается закон с того, что Бог не начинает требовать, а говорит о том, а что я для тебя сделал. И, конечно, сегодня мы можем сказать, многие люди говорят, мы же не были в рабстве. Мы же не были в Египте. Мы не евреи, поэтому нас не вовдел, может, нас это не касается. На самом деле мы не были в Египте, но мы все были в рабстве греха. И мы все находимся в рабстве греха. Никто не может сегодня поднять руку и сказать, а я уже освободился полностью. Поэтому этот закон очень приятный тем, что он напоминает каждому, и вам, и мне, и вам, дорогие телезрители, что Господь сперва не говорит о том, что ты должен делать или не делать, а Он говорит, я тебя освободил. А когда ты свободный, то это уже ставит тебя под другой ракурс по отношению к закону. Ты думаешь, если меня освободил.
То есть ты уже не раб, а свободный гражданин. Конечно. Гражданин. Я хочу соблюдать этот закон, потому что я хочу жить, скажем, в таком присутствии или такого государства, или такого Бога. Угу. Мне интересно узнать про вашу семью немного. Вы сейчас говорите о свободе выбора, о том, что Америка свободная страна. А ваши дети, ваши внуки, они могли бы выбрать другую религию или не быть верующими в Бога совсем? Ну, насколько мне известно, скажем, что в нашей семье, каждый член семьи был свободен выбирать то, что хотел. То же самое с нашими детьми. У нас 2 детей. И да, конечно, мы воспитывали детей, как мы понимали, в правде, в истине. Но эту правду и истину каждый человек, даже ребенок, должен осознать и принять не только эмоциями или сердцем, но умом. И это происходит где-то в таком, может быть, даже подростковом возрасте, когда каждый ребенок имеет право на определение, он хочет идти таким путем или нет. Поэтому так само было и у наших детей. Мы знаем, что они тоже имели разочарование, они имели тоже свои взгляды, они имели свои взгляды, где они должны были, я уже сказал, что дочь наша пошла здесь учиться, и она училась, можно сказать, в светской такой медицинской школе или университете. Кстати, это тут недалеко, где мы записываем, это в Санта-Моника, Лос-Анджелес, UC Davis, и она закончила потом UCLA. И, конечно, знаете, как врачи, они в основном о чем говорят? Они не говорят о физике, они больше говорят о биологии. А биология сегодня рассматривается как, как в процессе эволюции. Поэтому это тоже был вопрос, который всегда был спорным, потому что в любом случае, хотя Америка такая, имеет свободу, но тут тоже есть свобода преподавания именно и такого тезиса, то есть эволюции. Да. Но теории Дарвина. Мне было интересно, я ее спрашивал: Людмила, скажи, а когда профессоры преподают, и когда они освещают как бы 2 стороны, то, что мы говорим как творение, творческую, и то, что, наука говорит эволюция. Как они это, из книги можно преподать как, теорему, а как они лично. И она говорит, в принципе, все профессора, они откровенно говорят о том, что они не могут никак доверить этой, теории эволюции, потому что если рассматривать клетку с точки зрения, что она не эволюционирует, она должна стать такой, какой она есть одновременно, то это не процесс эволюции. Это сказано и сделано. То сказано и сделано – это библейский принцип. Поэтому вот так она имела эти тоже переживания, потому что, знаете, уж... То есть профессора сами понимают, что с точки зрения биологии то, что они преподают, не имеет смысла. То есть это невозможно. Но при этом они продолжают придерживаться этой... они продолжают все равно это самое невозможное навязывать и преподавать своим студентам. Да, это и есть свобода. Знаете, это свобода мышления, и они не имеют права не сказать. Как? Ведь большинство из них тоже верующие. Они верующие, но они говорят, вот есть и такая... Они так и говорят, есть и такая, концепция, эволюции. И они говорят, конечно, они не только говорят, это преподавание, которое идет часами. И на это надо тоже читать материал, который... Изучать это глубоко. Изучать, как это произошло, потому что ты не можешь. Мы сегодня говорим в 2 словах, а они это говорят, часами. И сдают и тесты по этому. Но, естественно, что как верующие люди или люди, которые понимают, что это невозможно осуществить, скажем, то, что они говорят, что это стало как-то продуктом эволюции. Потому что первое должно быть это клетка. Конечно, если уже есть клетка, тогда может быть разное творение.
что сегодня доказано. Но клетку как сделать? И кто сделал? И каким образом? То есть это не продукт эволюции. Угу. Поэтому, да, это тоже, ну, скажем, мы переживали, так и сын учился тоже сам, у него даже был профессор, который был более скептичный к этому, то есть к творению, и он даже в какой-то мере себя относил к группе атеистов, и он даже говорил: ну, Вячеслав, смотри эту сторону. Так что дети, конечно, имеют право, и каждый ребенок это, ну, так скажем, человек, который растет и имеет право на определение. Я знаю, что у многих служителей дети также выбирают, и не все становятся верующими. Не все выбирают Бога, веру во Христа. И я понимаю, что это тяжело для них видеть. Но как соблюсти эту свободу, чтобы все равно дать выбор своему ребенку быть независимым? Как не вмешиваться и не давить? То есть вот что бы вы могли посоветовать, если кто-то из родителей сталкивается и видит, что сейчас его ребенок, может быть, или на опасном пути, либо, скажем, говорит: нет, мне это неинтересно, я не верю в это. То есть нужно ли как-то влиять, нужно ли что-то менять в себе, вина ли это родителей? Что вы думаете на этот счет? Но на самом деле я бы не могу и не хотел бы винить кого-то, детей или родителей, но на самом деле не нужно начинать с детей, нужно начинать с себя. Потому что родители должны показывать достойный образец, пример. Если идет речь о том, что это вера в Бога, если это, так скажем, божественная конституция, это уставы, то будь добрый, повинуйся и покажи пример, что ты этому следуешь. И тогда ребенок будет к этому тянуться. Потому что легче всего, получается, даже у родителей, не показывая доброго примера, воспитывать и поучать детей. А дети очень чувствительны. Когда они видят, что родители так говорят... не делают сами, то им это очень обидно и непонятно. И это достаточно, так можно сказать, негативно действует на, так скажем, на психику и на все. Человек просто не может понимать, что происходит в этом мире. Поэтому с этим нужно быть осторожным. Тут не надо давить, тут не надо мудрствовать. Показать пример. Конечно, мы, как верующие люди, мы имеем достаточно хорошие возможности. Если мы говорим, мы верующие, значит, мы верим в Бога. Мы верим Богу. Поэтому мы можем молиться и доверять Богу. И Бог может сделать больше, чем это может сделать даже человек. Естественно, воспитывать нужно, говорить нужно, показывать пример нужно. Я знаю, что есть достаточно много верующих родителей, которые не всегда довольны теми законами, которые сейчас существуют в США. И, скажем, многие верующие родители не всегда согласны с тем, что преподается или преподносится в школах, в учебных заведениях. Видите ли вы какие-то проблемы в современной Америке именно в школе, в образовании? Потому что сколько историй я слышала, что пропагандируют ЛГБТ, навязывают детям определенные, скажем, нетрадиционные ценности. Говорят, что неважно, кто ты, кем ты себя считаешь. То есть, если ты мальчик, возможно, ты чувствуешь себя девочкой или наоборот. И, возможно, твои родители даже не знают, но мы можем тебе помочь. Сменить пол, что-то помочь тебе с гормональной терапией и помочь себе определиться, возможно, у тебя другой пол. Скажем, знаете ли вы о таких проблемах и сталкивались ли вы с этими проблемами сами? Я на самом деле за 20 лет проживания в Америке с такими проблемами прямо не сталкивался. Где мы живем, в районе Сакраменто, возле нас школа, там ходят наши племянники, 3 детей.
очень интересная школа, это государственная школа. И интересно, что в школе нет такого преподавания. Вот нету. Такого это какого? Ну, скажем, чтобы там пропагандировали ЛГБТ или что такое, нету. То есть они тоже обходят эту сторону. То есть есть очень разумные принципалы, директора, учителя. Но, к сожалению, так как мы уже говорим, это страна свободы, и многие злоупотребляют свободой. То есть они хотят навязать то, что оно неправильно. То есть они так думают, что это входит в концепцию свободы. Если возможно что-то делать, то вот что хочу, то делаю. То есть, скажем, это не предубеждения или какие-то установки на уровне штата или государства, а скорее всего это зависит просто от конкретных школ. От конкретных школ и от людей, потому что когда нанимают на работу, очень тяжело, а человек, может быть, потом может перейти, так скажем, в другую фазу из нормального состояния в ненормальное и начинает пропагандировать. Ведь зачастую то, что человек делает, может быть, он сперва стесняется, скрывает, а потом привыкает и начинает это пропагандировать как что-то нормальное. Потому что это согласуется с его убеждениями. Он считает, что нужно другим открывать глаза на истину. И проблема, что такие люди не только в школах, они есть и в высших инстанциях власти. И они имеют сегодня, нельзя сказать, что это влияние не является актуальным в Америке, где на уровне разных там учреждений где-то просачивается такая информация. Конечно, зависит от того, кто правит государством. Но сегодня больше правящая такая верхушка, это республиканцы, которые тоже не любят такую идеологию, и они немножко ее как бы притухают. В данном, но это снова не всегда так будет, потому что тут постоянно меняется, и оно хорошо, это нормально, что тут никто не держится власти там долго. Но в этой свободе, знаете, я еще раз скажу, свобода очень хорошо, но свободу всегда нужно сопряжать с какими-то правилами, законами. А если эти правила и законы, скажем, нарушаются или не берутся во внимание, если в данном вопросе, скажем, а где в Конституции Америки написано, должно быть или не должно быть, скажем, какие-то другие там, как они говорят, меньшины там. 250 лет назад, когда писалась Конституция, то это точно было бы тому же мистеру Джефферсону, который писал Конституцию, чтобы писать, скажем, какой-то пункт про ЛГБТ. То есть нельзя сказать, что такого греха не было, но люди стеснялись этого. Люди скрывали. А сегодня это стало популярным, и это проблема. Я думаю, что на тот момент было гораздо больше других важных проблем, которые им надо было решить, и фокус был не на этом. А когда сейчас нету больших глобальных проблем, возможно, как бы проблема ЛГБТ становится и мир важной. стал другим. Люди стали другие. То есть, к сожалению, почему-то, нельзя сказать, что, как я уже сказал, не единственная страна в мире, Америка, где, скажем, есть свобода. Многие страны испытывают свободу, и свобода достаточно такая, скажем, доступная каждому человеку. Но снова же, там, где есть свобода, есть ответственность. А, к сожалению, люди безответственные. Они не думают, что вот плохие поступки или плохие, так скажем, советы могут разрушить общество, что и разрушается, к сожалению. Михаил, правильно я понимаю, что вы большую часть пребывания здесь, в США, жили в Калифорнии? Да, в основном мы приехали, мы так живем в том доме, Сколько лет вы уже живете 20 в США? лет. 20 лет. 20 лет. Да, мы так вместе с детьми, с родителями, вернее, мои родители переехали, мать еще жива, и мы так, вместе купили дом, и так мы живем. Дом достаточно большой, там есть даже, еще другие помещения на улице, где каждый имеет свой домик, и мы живем на одной территории, да. А не было ли у вас желания, как у христианина, уехать в другой штат? Потому что многие считают Калифорнию рассадником зла. Но если по правде сказать, нет, никогда мы не думали о том, что переехать, хотя были такие возможности. Дочь сейчас живет в Нью-Йорке, и прямо в центре Нью-Йорка, на Манхэттене.
там она работает, а сын живет в районе Вашингтона, Д.С., как бы столицы, а мы живем тут. Мы могли бы переехать, может быть, и это будет. Но ни в коем случае нельзя пропагандировать или спекулировать тем, что где-то лучше. Мы живем в мире, где все заражено грехом. Сегодня, если нету, скажем, как я сказал, нету плохой пропаганды в школе. Вот, например, я знаю школу, где нету такой, скажем, навязчивой пропаганды. Угу. Но это нельзя сказать, что дети не находят. Ведь сегодня мы имеем девайсы, которые у нас под руками, и в основном больше времени дети зачастую проводят там, где не должны были проводить, и вместо того, чтобы читать книгу, можно найти, что вы хотите. Сегодня разве это можно скрыть, или можно спрятать, или можно... Я думаю, что тут должно быть только правильное воспитание в семье. Это в первую очередь, потому что проблема, что люди думают, что штат поможет, церковь поможет, школа поможет. Это неверно. Должна быть крепкая семья. Если правильное воспитание и крепкая семья, не имеет значения. Мы живем все в таком мире, где мы живем, можно сказать, в таком рассаднике греха и зла. Я знаю, что сейчас очень важный и спорный вопрос, и правительства разных стран начинают запрещать социальные сети для детей младше определенного возраста. И, например, одни из последних законов, когда, допустим, до 16 лет человек, подросток, не может зарегистрироваться в социальных сетях. Как вы относитесь к этому? Считаете ли вы это оправданным ограничением свободы? Или же это неправильно, потому что дети, во-первых, все равно найдут, б, они будут искать все равно плохое, и в, потому что все равно семья ответственна за ребенка. Вот как вы ответите на этот вопрос? Имеет ли смысл запрещать соцсети подросткам и детям младшего возраста? Я так думаю, что нужно снова, как и закон Божий, не написано с запрета, а написано с того, что я сделал для тебя. То есть первое, это родители должны показать правильный пример. Если мать, отец, они сидят в социальных сетях, не могут они запретить детям и сказать, ты этого не делай. Ты еще маленький. Или тебе, ты маленький, или тебе не положено. Это очень неправильно. Во-первых, нужно стараться, чтобы плохая информация, она не просачивалась. То есть в любом случае, ни для родителей, ни для кого в семье. Это первое. Второе, какой-то закон ограничения, это тоже правильно, это тоже работает, но это должно быть честно, потому что не может быть закон для одного, а, скажем, вне закона кто-то другой, даже в семье. Что касается девайсов, которые стали достаточно, так скажем, доступными, мне кажется, что сейчас будет трудно это все собрать и отменить, и сделать по-другому, потому что эта система, она расширяется глубже и больше. И, с одной стороны, это очень хорошо, потому что, с другой стороны, мы говорим, что все это тоже помогает в том, что человек может найти и хорошее. Ведь нельзя сказать, что все эти девайсы, они несут плохую или негативную информацию. Если человек может узнать или хочет узнать, а как можно спастись, а есть ли вечность? Ведь многие дети задают такие вопросы. А есть ли вечность? А есть ли Бог? А правда, что Христос умер на Голгофе? А правда, что мы можем спастись? А правда, что будет конец этого мира? Хотя многие пропагандисты, я скажу, даже религиозные, снова в кавычках, неправильно преподают и говорят о конце мира как о трагедии. Библия говорит о том, что это будет только, скажем, конец злу. А конец злу – это не трагедия, а красивое, прекрасное начало. Но если дети, подростки хотят об этом узнать, они могут узнать в этих девайсах. Если человек имеет телефон сегодня, не имеет он значения. Может узнать как плохое, так и хорошее. Конечно. Поэтому вопрос тут вопрос, выбора. что выбираем, как направить, как показать правильный путь. Если родители или в семье имеют интерес,
Но я уже говорил, что в моей семье был интерес, мать очень любила читать книги. Она шла в библиотеку, брала книги. Я помню, когда в нашей библиотеке, которая была рядом, где мама брала книги, выбрасывали книги, я не мог понимать. Я был мальчиком, пару лет, я не мог понимать. Но я до сих пор помню ту груду книг, которые выбрасывали из библиотеки, потому что эти книги имели информацию о Хрущеве. Угу. А так как, скажем... Был период, когда началось отрицание всего того, что он делал. Когда его удалили с правительства, они хотели удалить его вообще с истории Советского Союза, с памяти. И поэтому нужно были все книги, которые говорили о Никите Хрущеве, нужно было удалить. И я так удивлялся, такие красивые книги, и почти нечитанные. Да. Они все были, собраны для того, чтобы их где-то утилизировать. Мать любила читать книгу. А потом, когда книги... И я тоже любил читать книги. Но когда они начали читать Библию, мне тоже захотелось читать Библию. То есть родители, в первую очередь, имеют ответственность показать, что, даже если мы берем девайсы, то что мы там ищем. Что нас интересует. Мы там делаем, да, и как если мы проводим время. Они находят хорошую информацию о спасении, если они о том поделятся с детьми, это будет благословение для детей. Дети тоже самое будут то и самое искать. Спасибо. Один из последних законов, который был принят в Техасе, чтобы дети могли читать отрывки из Библии на школьных уроках. Как христианка, я вижу вроде бы в этом хороший знак, потому что дети будут с детства на регулярной основе знакомиться с Библией, в том числе и в школе. С одной стороны, это мне показывает открытость школы к тому, чтобы прививать детям христианские ценности. Но с другой стороны, я понимаю, что есть много людей других конфессий. Мусульмане, евреи, индуисты. Да, есть люди неверующие, которые, возможно, хотели бы что-то другое читать, но альтернативы не предлагается. Как вы считаете, такие знаки свободы и такие законы, они способствуют способствуют ли они продвижению Библии, пропаганде Библии и увеличению количества христиан? Но на самом деле, да, это удивительно интересно, хотя мы так понимаем, что Техас относится к такому штату, где христианство в достаточно таком, скажем, хорошем положении. И они хотят, продвинуть или возвысить, можно сказать, это знамя христианства. Там год назад или больше принимали закон, чтобы закон Божий был в школах тоже. И тоже это были споры. Как где-то, отдельный предмет, да? Нет, просто закон Божий, чтобы висел в классах, чтобы просто был закон Божий. То есть 10 заповедей? 10 заповедей, да. И тоже, я так думаю, что тоже это будет снова же на уровне разных школ и может быть, даже каунти, дистрикты, там как оно будет. Но я хочу сказать, что, например, в Вашингтоне есть музей Библии. Мы там были. Вы были? Очень замечательный музей. Вот, видите, это приятно, что вы были, и вы уже знаете, о чем идет речь. Я бы рекомендовал каждому, кто живет в Америке, особенно Абсолютно. Христиане, читает Библию, пойти посмотреть на музей Библии. Я был там несколько раз. Это очень огромное здание, несколько этажей, думаю, 5-6. 4 или 5. Да, где-то так. Большое. Правда, всегда доходишь до второго, до третьего. Дальше и уже закрывают. Закрывают, да. Но это приятно, потому что я, будучи там, я говорил, и сын там живет, и мы говорили с внуками, что, например, в бывшем Советском Союзе, даже потом мы жили в Украине. Но нету такого музея в Киеве. Нету в областных центрах. Есть разные музеи, красивые там. Есть связанные с историей, религией, с так, чтобы церквями. Библию так открывать и показать, нету.
Поэтому я свитки, думаю, что то, что в Тексасе они хотят идти тем путем, чтобы из Библии читалось, я думаю, что это неплохо. То, что может быть проблема с другими людьми, которые, как вы уже сказали, других деноминаций, даже не христианских, естественно, я думаю, что таких детей не нужно принуждать к тому, чтобы они, скажем, несли ответственность. Я думаю, что тут должно быть просто здравое мышление. Я был в Киргизстане пару лет назад, и там есть адвентистская школа, которая имеет где-то 600 учеников, а это мусульманская страна. И это школа адвентистская, то есть церковь адвентистов седьмого дня, и она христианская, и тоже читается утром библейский текст и молятся. Конечно, это не тот ритуал, который делают, скажем, в исламе. Да, абсолютно. Потому что, там тоже что-то делают, если там намаз или что-то другое, но оно совсем по-другому. А тут по-другому. Но что интересно, что из 600 учеников этой школы 450 – это мусульмане. О-о-о. И они просят: примите наших детей. Там есть, как мы говорим, waiting list, список ожидающих в очередь, чтобы попасть в эту школу. Независимо от того, что там читают Библию, они понимают, что это очень хорошая школа, и хорошие моральные стандарты, очень хорошие, так скажем, другие, учебные такие позитивные результаты они имеют, и они хотят. Правильно я вас понимаю, что фактически нужно не принуждением людей обращать к Богу, а когда ты задаешь высокие стандарты, когда ты создаешь привлекательную модель, когда люди видят человека, который отзывчивый, прекрасный, когда это в школе ребенка только позитивно образовывают, очень хорошее образование, то люди сами будут привлекать и сами туда захотят, чем их принудительно туда сгонять и навязывать: нет, ты будешь вот это читать или это делать. То есть любая привлекательная модель, она гораздо больше действует в свободе и распространению веры и религии. Совершенно верно. Так и должно быть. Так и в Америке. Мы живем в свободной стране. Но в свободной стране, снова я сказал, ты не можешь делать, что ты хочешь. И ты не можешь и не имеешь права заставить, кого хочешь. Я тоже, когда учился на философском факультете, то наш преподаватель говорил, что мы должны дорожить свободой и ценить свободой, и пользоваться свободой. Но нужно помнить, что твоя свобода заканчивается у тебя на кончике языка. Потому что после этого наступает свобода другого человека. И это верно. Мы не можем, если это свободная страна, делать, что хотим. Но если мы, как бы говорите или анализируете правильно, что если мы делаем что-то или нечто, что показывает, что то, что мы делаем, оно правильно, то люди ради этой правды, они, конечно, согласятся на то, что, может быть, и почитать. А почему не почитать библейский текст? Ведь, например, даже тому же, скажем, мусульманину или с другой религии, пусть будет буддистская, библейский текст, он в любом случае, он не несет ни агрессию, ни обвинение, ни критику, ни что другое негативное против другой религии. Библия так не несет. Да, Если прочитать Коран, я, например, читал Коран, потому что мне приходилось говорить с мусульманами, то для меня был всегда вопрос, почему у вас, например, в Коране во 2 суре написано: да будет проклятой обезьяной всякий, не соблюдающий субботу. Библия так не говорит. Библия говорит, да, что суббота – это день Господень. Да, но Библия не говорит о том, что ты будешь проклятой, еще тем более обезьяной. Так Библия не говорит. То есть Библия не имеет такого духа насилия. Поэтому читать, может быть, другие книги, они могут причинять христианам, так скажем, неприятность, потому что они обвиняют. Библия не обвиняет, она просто позитивно говорит о правде. А правда для любого человека.
Поэтому тут я думаю, что если правильно будет подход в Тексасе, это будет хороший, можно сказать, эксперимент во всей Америке, как дело будет обстоять с чтением Библии в школе. Но здесь я бы с вами немного не согласилась, когда вы говорите о том, что Библия всегда позитивно преподносит веру, потому что я знаю, что многие люди апеллируют о том, что наоборот в Библии Бог жестокий, потому что уничтожались целые народы. И когда Бог ввел свой народ, евреев, в какую-то землю, он им говорил, уничтожай, допустим, не только мужчин, воинов или людей, которые сопротивляются им или не согласны с ними, но уничтожать всех, включая женщин, детей, стариков. То есть даже младенцев. Как можно тогда сказать, что Бог показан любящим и, скажем, таким приятным, которому хочется следовать? Ну, на самом деле, если мы возьмем историю, ну, так скажем, древнего Израиля или вообще Ветхого Завета, то нельзя сказать, что Бог ни с того ни с сего, как гром среди белого дня, направил, скажем, карательный отряд, идите и наказывайте их, и бейте, и уничтожайте. Иногда это так выглядит. Оно так выглядит. Скажем, я вас направляю в эту землю, все, кто по пути, всех уничтожаем и расчищаем. Если так сказать, за 400 лет примерно началось путешествие Авраама по этой земле. И он не ходил карательным отрядом, он не ходил с тем, чтобы этих людей наказывать, а наоборот, он строил жертвенники, он приносил жертвы, показывал, что жертвы нужно приносить живому Богу, а не каким-то идолам. И кроме того, он копал колодцы, которые оставлял, и передвигаясь дальше, он оставлял. Самое важное, что нужно было в той земле, это вода. Воды. Я был в Израиле, я знаю, что такое иметь воду, особенно, так скажем, в такой, ну, как бы пустынной местности. Да. Поэтому он делал очень, и он показывал, и он, ну, как бы, не то, что пропагандировал, он проповедовал, он рассказывал о живом Боге. И эти люди могли изменить свою жизнь. Но если эти люди не изменили, нельзя сказать, что это Бог жесток. Я, например, был в Африке, я видел людей, которые могли изменить свою жизнь, но они настолько, можно сказать, отравлены этим учением спиритизма, язычества такого глубокого. Ну, не все, конечно, но многие из них, которые, ну, так скажем, ты можешь делать, что ты хочешь. Они просто имеют страх перед этими несуществующими духами. И они, ну, по-другому. Ты видишь, что эти люди погибают. А я видел это целые толпы людей, которые приносят жертвы, коров приносят на берегу океана, развешивают эти головы по стволам дерева, кланяются, визжат, плачут, кричат, молятся. Они так думают, что это такой Бог. Ну, такой Бог, ну, так скажем, ну, не существует. То есть, если мы говорим о Боге-Творце, Он этого не хочет. Но люди себе делают такие религии, это страшно, это ужасно. Тем более они приносили, если взять Ветхий Завет, они приносили детей в жертву. Они делали, так скажем, храмовую проституцию. Они так понимали, что этим самым они ублажают своих богов каких-то. То есть совсем превратные взгляды были у них на жизнь. И Бог уже видел, что ничего невозможно сделать. Поэтому Он допускал, чтобы, как мы понимаем из истории, чтобы уничтожить тысячи, чтобы спасти потом миллионы. Да, сегодня можно сказать, что по той земле уже, ну, как-то по-другому люди смотрят, хотя, конечно, язычество достаточно укоренилось во многих странах, во многих регионах, где люди просто, ну, не отходят от этого. Это страшно. Тут нельзя сказать, что Бог так хочет этого, не хочет, а вынужден, чтобы помочь другим. А иначе ничего не сделаешь. И когда мы возвращаемся обратно сюда, в эту страну, в США, кажется, что здесь, по сравнению с другими странами, с Африкой или азиатскими некоторыми странами, что здесь благоденствие и все хорошо. Но все-таки вы сами видите какие-то проблемы в свободе и в свободе вероисповедания здесь, в США?
Ну, видите, свобода очень хороша, и мы с самого начала говорили, это прекрасно. Но когда слишком великая такая свобода, тем более не ограничена ничем, она тоже людей доводит до плохого состояния. Во-первых, в отношении религии, религиозность Америки, она тоже снова, можно сказать, в кавычках. Потому что люди как будто верят, но они ничего не верят. Это плохо. Как вы это видите? Ну, что значит верят, но не верят? Ну, потому что люди относятся, скажем, к церкви достаточно, так скажем, так можно сказать, нейтрально-прохладно? Даже больше. То есть, как к институции... Как традиции какой-то. Да, так как, скажем, институции, традиционной, что, как будто, ездят, а там Бог, какой, он нас не трогает, мы его не трогаем, и все. И концепция очень такая, можно сказать, что люди не читают Библию. Если читают, то достаточно поверхностно. То есть люди не углубляются, не хотят знать правды. Это очень печально, что тут есть свобода. Библию можно купить на любом перекрестке, в любом магазине. Да, запрета никакого есть свобода, нет. Тут есть церкви. На скажем, любой вкус и цвет, на конечно, любом углу. Но все это снова традиционно, достаточно так поверхностно. Конечно, нельзя сказать и о другой стороне, что все-таки религиозный такой протестантизм, который пришел в эту страну и привнес свою культуру и воспитательный такой процесс, и устойчивые семьи, нельзя сказать, что американские семьи это только, скажем, заражены идеологиями ЛГБТ или еще чем-то. Тут есть нормальные семьи, красивые семьи. Причем, если я смотрю иногда социологов, они говорят, что в США достаточно стабильный прирост населения. Скажем, каждая семья имеет примерно там 2,7-3 ребенка, что, в принципе, это очень хорошо, то есть многодетность приветствуется. Да. Несмотря на то, что здесь как бы молодые семьи тоже сталкиваются с разными трудностями в воспитании детей, и это не так просто. В Америке, как мы уже так видим и знаем, и я хожу в английскую церковь, и у нас друзья есть, скажем, местные люди, мы видим их традиции, их подходы. Нужно сказать, что американское, так скажем, общество достаточно такое ответственное и достаточно, можно сказать, даже определенно жесткое. Даже в бизнесе, если мы говорим о бизнесе, который построен на капитале, потому что сердце капитализма – это доходы. Если нету доходов, значит, нету бизнеса, нету смысла. Оно построено достаточно жестко, достаточно серьезно. И оно приносит пользу, но люди работают серьезно, ответственно. Очень много трудится. Тут надо сказать, возле, там, где мы живем, рядом ресторан. Всегда, скажем, в пятницу вечером, против субботы уже, или в субботу к воскресенью, там полно автомобилей, полно людей. Но в субботу вечером там пусто. Мне кажется, вообще ресторан может, кто-то там заходит, не заходит. Никого нету. Почему? Это же воскресенье вечером, после обеда, 5 часов. Никого нету. Почему? Люди готовятся, на завтра на работу надо идти. Надо идти на учебу. То есть люди ответственны. Поэтому американцам нужно сказать, что, нельзя сказать обо всем, как и все. Но это ответственные люди. Это люди, которые прошли нелегкий путь. Если мы даже говорим о истории 250 лет, что это значит 250 лет? Когда другие страны имеют по 1000 и 2000 лет. Да, если мы вспоминаем там Сирия, Дамаск, это еще Ветхий Завет. Да, в Азии там очень богатая, длительная история. Да, или взять Египет. Египет – это история, которая оставила нам шедевры еще за 3-4 тысячи лет. А сегодня Египет что это? Я был в Египте, это нельзя сказать, что это достаточно бедная страна. Это бедная страна. А вот до чего дошла Америка? Но это не только энтузиазм, это не только харизматия, это действительно нелегкий, серьезный труд и ответственность. Поэтому американцы очень ответственные люди. То есть во многих аспектах жизни. Нельзя сказать, что да, тут есть все.
И, конечно, в какой-то мере или большой мере у американцев проблемы есть с наркотиками, которые приходят с юга, к сожалению. И хорошо этот президент делает, что как можно, чтобы закрыть это, чтобы не было этого, так скажем, болезни этой. Но в то же самое время большая часть или большая часть людей – это ответственные люди, это серьезные люди, заканчивают школы, университеты, graduation. Это очень, так скажем, популярно. Люди радуются, что люди закончили школу, что закончил университет и начинают работать, и откладывать, покупают дома. Это очень хороший, так скажем, перспективный ход жизни. Я посмотрела некоторую статистику и увидела, что 25 лет назад, в 2000-х годах, церковь посещала 42%, хотя бы раз в неделю на регулярной основе. Смотря статистику сейчас, спустя 20-25 лет, я вижу, что церковь посещают, возможно, 20-30, 25-30% населения на регулярной основе. Как так получается, что в свободной стране, где ты имеешь право выбора, и никто тебя не ущемляет, все равно количество людей, которые верят в Бога, снижается? Это то, что мы уже говорили, что, к сожалению, в этой стране, где такая свобода и такие возможности, как мы говорили, Библию можно приобрести будь где, и на любом языке, в любом формате, даже на Амазоне, тебе домой привезут и все остальное, но да, это то, что религия сегодня не стала частью жизни. Это нужно прививать, об этом надо говорить. Об этом нужно сказать, в доме может быть больше, чтобы родители должны быть ответственны, чтобы говорить о Боге, рассказывать опыты с Богом. А если этого нет, тогда, конечно, все это охладевает, как мы видим, да, действительно. В той стране, где такая свобода, они не пользуются, к сожалению. Тогда к вам вопрос как к миссионеру. Как вы видите, какие есть способы поменять эту тенденцию? Я думаю, что бы вы сделали конкретно? Я думаю, что для каждой страны, равно как и для каждого человека, есть свое время. Я думаю, что для каждой страны мы находим страны, где были очень высокие, можно сказать, всплески религиозности, а потом все это, скажем, падало, и уровень достаточно низкий. В Америке тоже тут, если можно сказать, это первые пилигримы, это были люди достаточно очень серьезные, горячие в вере, которые построили церкви, которые имели единственное желание быть на этой земле в свободе от притеснения от католического, скажем, ига в Европе. Родине. Да, и они первое, что делали, они строили церкви. Комьюнити и церкви, школы, церкви – это первое, что они строили. И это их сплочало. И они это, можно сказать, продемонстрировали, так можно сказать, и достаточно высокий рейтинг религиозности. Не имеет значения, какие это были протестантские течения. Но сегодня, к сожалению, снова же, нужно сказать, скорее всего, может быть, благодаря тому, что люди живут достаточно хорошо. То есть спокойное время пока что. Конечно, если взять 100 лет назад, в Америке не жили так хорошо, как сегодня. 100%. И это был тяжелый путь развития, тяжелый путь борьбы и работы, и, даже, скажем, такого политического, экономического становления. А если это все стало как бы на свои места, люди успокоились, и им уже и Бог не нужен. Так не должно быть. Нам Бог нужен в любое время. И в доброе, и в легкое, и не в легкое. Нам Бог всегда нужен. Забывают, конечно, об этом люди. Не знаю. Но это не значит, что если для страны нету такого интереса, то для людей он тоже должен быть, скажем, неинтересным. Каждый человек должен думать о себе, о своей семье. Поэтому мы рекомендуем и вам, дорогие телезрители, делайте все, что хотите. Не думайте, что если вы попали в Америку, то тут можно, так просто легко жить. Мы на земле, не имеет значения где. Нужно работать, нужно учиться, нужно воспитываться, достигать вершин и идти вперед. И, конечно, это все удачно тогда, когда с верой в Бога. Спасибо. И у меня к вам последний вопрос, который я задаю всем нашим гостям.
Если бы у вас была вера с горчичное зерно, которое помогает двигать горы, то что бы вы первое сделали? Я так думаю, что каждый человек имеет возможность и получает такую, так скажем, способность иметь веру. И Христос как раз подчеркивал, что даже самая незначительная вера, она может сделать очень многое. Я думаю, что когда мы говорим или рассуждаем, как Христос сказал, что вот горы перенести, не идет речь о обычных горах. Видите, на самом деле верующий человек не должен быть каким-то там бульдозером или эскаватором, чтобы переставлять там, скажем... Или магом, который показывает фокусы. Или фокусы. Нет, конечно. Мы имеем горы, мы имеем эти трудности, барьеры в жизни. И мы их можем переставлять, мы можем преодолевать, когда мы имеем веру. Какая у вас гора, которую вы бы хотели передвинуть? Больше всего... Личная ваша. Больше всего, что я хотел, и я так вижу и стараюсь делать, это преодолевать трудности в жизни, не только мои, но и тем, кто рядом со мной. То есть помочь. И я вижу, что помогая людям или показывая правильное направление, зажигая и в других людях веру, пусть будет она снова же будет, как горчичное зерно, она дает очень хорошие результаты. Поэтому, да, конечно, горчичное зерно – это удивительно. Не нужно сразу рассчитывать на великое. Если говорить снова или вернуться к Америке, то как раз Америка – это очень хороший пример. Тут все началось с горчичного зерна. Из ничего. И ведь мы помним, что первые первопроходцы, которые попали на эту землю, они через зиму, половина из них погибли. Это очень сложные условия. Но они пошли дальше. И, конечно, мы имеем то, что мы имеем сегодня. И их вера принесла плоды. Конечно. Конечно. И не только плоды, но результаты, огромные результаты, что эта страна за 250 лет, так скажем, независимости, она стала, можно сказать, центром всей земли. То есть во внимании всей земли, экономика, политика и все многое другое. Тем более религиозная свобода. Это очень много значит. Сегодня, да, есть большие страны, но они не могут похвастаться тем, что мы имеем. Например, в Китае вы не сможете сделать то, что мы тут делаем. Это невозможно. То есть люди не имеют то, что мы имеем. Мы даже не можем представлять. А это, можно сказать, население в 4 раза больше, чем в Америке. Но они не имеют свободы. А мы имеем. И не только, так скажем, в религиозном плане, но и в других отраслях. Это большое благословение. Слава это хорошая страна. Поэтому welcome to America. Да, будем молиться и будем переживать, чтобы страна еще долго-долго существовала и только могла процветать, решая свои проблемы и продолжать быть примером и вдохновением для других стран. Дай Бог нам всем процветания, развития и США, как стране, в которой мы живем, в которой мы нашли родину и приют. Да. Спасибо вам большое за разговор. Было очень приятно с вами быть. Да, спасибо. Всего вам наилучшего. Спасибо, что пригласили. Спасибо за эту беседу. И всем хотим сказать хорошего 4th July. Хороший такой, Independent Days. Каждый, что мог провести. И God bless America. God bless America. Спасибо. Всего доброго.